Здравствуйте, друзья! 14 сентября по старому стилю, а это 27 по новому, церковь отмечает праздник воздвижения животворящего креста Господня. Это историческое вспоминание очень важного события о том, как царица Елена обрела крест Господень в Иерусалиме в IV веке. Вот было официальное разрешение христианства, скажем, в Римской империи. Фактически почти одновременно, сразу после этого, царица Елена обрела долго искала сначала в Иерусалиме крест Господень и, наконец, обрела. И предание нам передает всю историю о том, как она нашла все три креста и как очень долго пытались понять, какой из них есть крест Господень. Потому и называется воздвижение животворящего креста, потому что именно крест и был воздвинут над народом. Но одновременно празднуется и другое событие – это освящение храма гроба Господня. Это тоже событие имело место непосредственно после обретения креста. Но на самом деле к этим вспоминаниям добавляется еще совсем другое историческое событие. Это когда византийский император Ираклий вернул византийцам частицу креста Господня, которая долго находилась в Персидской империи. Вот эти разные исторические события, их воспоминания и есть праздник воздвижения животворящего креста Господня. Но 14 сентября, как вы понимаете, это через месяц после Успения, потому что 14 сентября по старому стилю, а Успение это 15 августа, тоже по старому стилю. Ровно, можно сказать, через месяц после Успения. Но есть еще другой праздник, который связан с воспоминанием креста Господня. Это так называемое происхождение честных древ животворящего креста. А этот праздник приходит на 1 августа, тоже по старому стилю, то есть на 14 по новому стилю. Получается так, что Успенский пост находится между этими двумя вспоминаниями о кресте. И это очень важно. То есть, видимо, церковь хочет, чтобы мы во время Успенского поста и после него думали о том, что такое крест. И действительно вопрос чрезвычайно важный. А что такое крест? Крест – это страшное орудие пыток. Римляне мучили людей, опасных преступников, предателей Родины, изменников и так далее, и осуждали именно на крест, распинание на крест. А крест – это ужасная смерть, очень болезненная, очень постыдная. Поэтому очень странно и любопытно, что мы, христиане, изображаем этот крест всюду, везде, на куполах, в храмах и так далее. И есть крестное знамение. Как так может быть, когда крест – это действительно ужасное орудие пыток? Дело в том, что Господь на кресте победил смерть. Он взял на себя нашу смерть, всех нас. И именно победил ее. И еще есть другое историческое вспоминание о том, как император Константин перед тем, как принять христианство и даже разрешить христианство в Римской империи, перед известной битвой, увидел знак на небо и услышал слова «сим победишь». Но вообще-то на латине это «сим победишь» звучит как «in hoc signo vinces», что означает «этим знаком ты победишь». И с тех пор как раз потом была известная битва, и
И после этого, после победы, Константин разрешил христианство. Вот с тех пор это именно знак, крест, и означает победу. И вот здесь парадоксальность христианства, который взял известный во всей Римской империи жуткий инструмент пыток и из него сделал символом победы. В этом как раз парадоксальность. То, что было и означало смерть, теперь для нас означает победу над смертью. Вот почему крест и есть главная икона и главный христианский знак. В армянском языке есть слово «ншан», который означает знак и одновременно крест. Потому что крест – это действительно главная христианская икона, главный христианский символ. Апостол Павел нам говорит, что Иисус Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Это выражение на самом деле означает, что Иисус не почитал привилегии, исключительной привилегии для себя быть равным Богу. Но, говорит апостол, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, добавляет апостол, был послушным даже до смерти и смерти крестной, то есть до самой позорной и страшной смерти. Вот крест означает, что Бог, Сын Божий Иисус Христос, стал одним из нас, чтобы победить нашу смерть, и тем самым дает и нам возможность быть Его братьями и вместе с Ним победить смерть. Вот почему этот крест и есть символ победы. Итак, Церковь нам напоминает о кресте, как мы видели в начале лета и в середине лета, вот как еще до Успенского поста. Естественно, во время всего поста мы об этом думаем. И вот сейчас, когда осень, золотая осень, еще раз мы вспоминаем о кресте. Это означает, что мы вспоминаем об этой удивительной победе, о том, что страдание не есть поражение, потому что Иисус взял на себя все наши страдания и победил и страдания, и смерть. Вот об этом Он нам напоминает. И даже когда осень, как сама природа, как будто нам напоминает о том, что смерть есть, потому что как будто природа засыпает, умирает. Мы знаем прекрасно, что на самом деле жизнь продолжается, и что будет новая весна. Итак, даже в самые темные времена истории, друзья, не надо забывать о том, что Господь победил смерть и подарил нам эту удивительную победу. А вот крест мы должны принимать, потому что он для нас уже не вспоминание жутких мучений и орудие пыток, а именно символ этой удивительной победы, победы жизни вечной над смертью, именно как бывает и в природе.